Before we take a little break, I'll tell you this. И прежде чем мы сделаем перерыв, я вам так скажу. I used to run coffee bars in Britain for reaching young people. Я ходил в кофейни, в бары, чтобы благовествовать молодежи. Some of them tried to come in their motorbikes to the coffee bar. Некоторые приезжали туда на мотоциклах, в кофейни, в бары. They were terribly dressed. Одеты они были, конечно, хуже некуда. And every 2 or 3 minutes I would get up to a microphone and just say a few words. И каждые 2-3 минуты я подходил к микрофону и говорил пару слов. And the Christians mixed with them and talked with them. А христиан запускал в зал, они так между людей шныряли. The first coffee bar we had over 3,000 teenagers the first night. И в первое это кафе, не знаю, как оно выглядит, что это такое, но там было в первое же наше это мероприятие 3000 человек пришло. And I looked up at one moment of the evening. И однажды вечером я посмотрел, and I saw a boy standing at the door. И я увидел, что у двери стоит парень. And his hair touched both sides of the door. И волосами своими касается двух сторон дверного проема ушка. And having a sense of humor like me, и так человек с таким чувством юмора, как я, I wondered if I could go up and put my arm round him and welcome him without losing my head inside his hair. Решил провести эксперимент. Получится ли у меня подойти к нему и обнять его так, чтобы спрятаться в его волосах? So I did it. Получилось. I went up, put my arm round. Я подошел, обнял его. And I lost my head inside his hair. Все, у меня головы не стало, голова спряталась. But I welcomed him. Но я ему пожал руку. Sat him at a table and gave him a coffee. Я усадил его за стол, дал ему кофе. And I said, I'll be back in a few moments. Сказал, посиди, сейчас приду. So I went to the platform. Я поднялся and I к spoke микрофону, for a few minutes. несколько минут что-то говорил. I didn't have to go to him. И потом мне не нужно было к нему идти. I saw 2 of his rough friends pick him up under the arms and carry him forward and sit him in front of me. Я увидел, как его 2 друга взяли его под мышки, подняли и принесли, посадили здесь поближе ко мне. And they said to me, и они сказали мне, Preacher, проповедник, he is going to talk to you about religion. Он хочет с тобой поговорить о религии. I said, why is he going to talk to me about religion? Я сказал им, а зачем ему это нужно со мной о религии? Because we are going to make him talk to you about religion. Потому что мы ему сказали, если не поговорит, что ему будет? Why? А почему вы ему сказали? Because he's been dressed like this for 5 years. Потому что он, собака, 5 лет так одевается. And every time he goes to a church, каждый раз, когда он приходит в церковь, one of the leaders or a deacon sees him at the door and stops him. Его сразу выходит кто-нибудь или диакон, или пастор, говорит, ну нет, нельзя. And says, excuse me, but the Salvation Army meets down the street. И он говорит, извините, армия спасения нищим подают, это не у нас, это вон там. The mission for drunks and dirty people is round the other corner. А для алкоголиков и бичей это там, за углом. We don't want you in here. А тут церковь, тут солидные люди. And he told us, и он сказал нам, the day a preacher welcomes me to a religious meeting, I'll talk about religion. Если где-то я встречусь с таким проповедником, который захочет со мной разговаривать на религиозные темы, я тогда с ним буду говорить. And you welcomed him. И вы с ним начали говорить. So we said, so now you talk about religion. Так что мы ему сказали, ну все, говори о религии. And I said, well, I'm so sorry you brought him to me. Я сказал, извиняюсь, ребята, что вы его ко мне принесли. Because I don't talk about religion. Я про религию не знаю, не умею. And they looked at me. Они посмотрели на меня. He said, but you're the preacher. Я сказал, ты же проповедник. Yes. Я сказал, да. And you don't talk about religion? И про религию ничего не знаешь? No. Нет. Where do you get the authority not to talk about religion? Так а чем ты вообще занимаешься? О чем же ты говоришь, если не о религии? From God. Бог дал мне власть. You mean God? То есть кто тебе разрешил не говорить о религии? Бог? Tells a preacher not to talk about religion? Бог разрешает проповеднику про религию ничего не говорить? I said, yes, God hates religion. Я сказал, да, вы знаете, Бог ненавидит религию. God hates religion? Бог ненавидит религию? Where do you learn that? А кто тебя этому научил? From my Bible.
В Библии написано. He said, I've never seen that in the Bible. Сказал, я Библию знаю, там такого не написано. I said, have you read the Bible? Я сказал, как знаешь, ты ее читал? No. Нет. That's probably why you've never seen it. Он сказал, ну вот не читал и не видел. He said, show me. Сказал, тогда покажи. So I turned to one of the minor prophets. Я беру малых пророков, I said, read that. прочитай. And it says, I hate. Там написано, я ненавижу. He said, who's speaking? А он спрашивает, так, кто это говорит? God. Я говорю, Бог. He says, I hate your solemn meetings. Ненавижу праздничные собрания ваши. I hate your serious songs. Я ненавижу ваши песни серьезные, I песнопения. hate your ceremonies. Ненавижу обряды, ритуалы ваши. And he said, I didn't know God had the same opinion as me. Он сказал, ничего себе, так Бог точно так, как я, думает. I said, so you now believe in God? Он сказал, так получается, что ты в Бога веришь? Well, he says, if that's God's opinion of religion, Он говорит, если Бог вот так думает, what does he want? а что же он тогда хочет от меня? You. А он сказал, тебя хочет. Not your religion, he wants you. Я сказал, твоя религия ему 100 лет не нужна, ему ты нужен. But he says, they keep telling me, obey the commandments of God, come to church, and we'll introduce you to Jesus. Он говорит, а чего же вы тогда тут разглагольствуете, что люди говорят, что Бог говорит, повинуйтесь моим заповедям, приходите в церковь, и тогда я вас познакомлю с Иисусом. I said, it's not in the book. Я сказал, не знаю, кто что говорит, в Библии такого не написано. You come to Jesus as a person who cannot keep the laws of God. Вы, наоборот, приходите к Иисусу, как человек, который убедился, что он не может исполнять законы Божьи. You're welcome to come in all your sin. Заходите всегда, и всякий ваш грех. And meet God in that condition. И нужно встречаться с Богом именно в таком состоянии. So you come in and you meet God to get the power to stop. Чтобы войти, встретиться с Богом, и чтобы Бог дал вам силу прекратить грех. You don't stop to get to meet God. Совсем не тот порядок. Не нужно прекратить грешить для того, чтобы встретиться с Богом. And that's why our master servant took his team right in amongst the rotten people. Вот почему слуга Иисус повел своих слуг как раз к самым загнивающим, к самым презренным, грязным людям. And we have to learn in service to keep a wide open door for sinners. Нужно нам не забывать и никогда не закрывать, а всегда, наоборот, настежь распахивать свои двери, пускай заходят кто погрязней.